Что ж, Riot выпустили еще одну инди-игру по мотивам истории Лиги Легенд, и в этот раз про Эко и Заун. И самое время освежить в памяти его лор. Удивительно то, как Riot учли, связали и сохранили сквозь года множество деталей в лоре Эко, перенеся их и в карточки Легенд Рунтеры. И в этом видео мы соберем все самые интересные детали в его лоре, произошедшие за эти годы в последовательном порядке. Располагайтесь поудобнее, с вами Почи, и мы начинаем. Эко – гений-изобретатель из трущоб Зауна, способный управлять временем. Он интересен тем, что в открытую взаимодействует почти со всеми в Зауне и не только. Это забавный персонаж, называющий вещи своими именами. Джейс Выпендрежник, Виктор Безумец. Сколько пилтовщиков нужно, чтобы сделать молот? 2, если считать отражение Джейса в зеркале. Ха-ха, Джейс. Если кратко, в своей новой игре «Конвергенция» Эко встречается со своим будущим лицом к лицу. В прямом смысле этого слова Эко встречается с будущим собой. И взрослый Эко ищет что-то в прошлом, чтобы остановить катастрофу в Зауне в будущем. Вместе с друзьями Эко трудится над тем, чтобы сделать город безопасным, и в конце понимает, что доверять не стоит никому, даже самому себе. Очень приятно, что трейлер озвучен на русском голосом Эко из Лиги и Аркейна. Не знаю, что там в будущем, но таким, как ты, я быть не хочу. В игре также будут Джинкс, Варвик, Камилла и какой-то ноунейм Химбарон. Варвик – мутант из Зауна, Джинкс, как вы понимаете, это Джинкс, а Камилла – роковая дама Ноги-Ножницы, агент пилтоверского клана, который использует ресурсы Зауны в своем далеко не чистом производстве Хекстека. Но наш главный герой – это Эко, о котором в основном пойдет речь в этом видео. Персонаж вышел в 2015 году и за это время обильно оброс лором. Итак, мы по порядку разберем его появление в каноне. Конечно же, не забудем про его карточки в Рунтере. И прежде чем мы продолжим, я бы хотел попросить у вас помощи. Мой канал участвует в конкурсе «Сезон звезд». Если вам нравится мой контент, пожалуйста, поддержите меня на голосовании. Для меня это очень важно, и заранее спасибо. Ссылка будет в описании. А мы продолжаем. Начнем мы с основного лора и Аркейна. В сериале мы познакомились с детством и юностью гения-изобретателя, но на самом деле в Аркейне мы почти ничего не узнали об Эко. Родители Эко работают сверхурочно на одной из многочисленных фабрик Зауна, поэтому редко бывают дома, и мы можем видеть, как Эко подрабатывает в лавке Бензо. Мы даже застали его за ремонтом больших часов. И, кажется, чудной самокат круглой формы, устройство для подслушивания – все это его рук разработки. Мы знаем, что он с детства дружит с сестрами Вай и Джинкс, и у него очень много причин не любить Пилтовер. В истории «Колыбельная» мы узнали о том, что родители Эко очень хотели бы, чтобы их сын покинул Заун и жил лучшую жизнь на поверхности, так как его гений заслуживает внимания. Они мечтают отправить его учиться в Пилтовер, они готовы поддержать его, но Эко никогда не хотел бы покидать родной Заун. А расстроить родителей и сказать им об этом он пока не решился. Эко не принимает ни сторону химбаронов, ни сторону пилтоверцев и даже не уважает многих заунцев, видя в них проблему. Тогда он решает сколотить свою банду и назвать их поджигатели. Банду тех, кто хотел бы сделать Заун лучшим местом, не хуже, чем Пилтовер. Вход в убежище доступен только через канализационную систему Зауна, похожую на лабиринт. Возле входа и внутри самого убежища обитает множество жуков-поджигателей, как раз в честь которых названа банда. Само место их пребывания выглядит чистым и свежим, в отличие от всего Зауна, видимо, за счет огромного дерева в центре. Интересная деталь – это фреска «Потрепанные дети Зауна», мемориал поджигателей, который расположен у основания дерева. Почти во всех лорных историях с Эко можно встретить подобный мемориал, на котором Эко никогда бы не хотел увидеть своих друзей. Фреска в логове поджигателей служит памятью всем заунитам, погибшим в войне с Силко, а также напоминание о том, что за надежду на лучшее будущее стоит бороться. На фреске изображены все, кто считается потерянными – Вай, Паудер, Майло, Клегора, Вандер, Бенза и Ева, и их лица отрисованы на мемориале. Пару слов о Вандере, то есть Варвике. Вандер вроде как погиб на заводе Силко, на который вторглись Вай и ее друзья. Он хоть и пытался продлить свою жизнь с помощью сияния, но тщетно. В самом конце сериала мы видели то, как Синджит взглянул на когтистое существо, как раз напоминающее Варвика. Многие тогда предполагали, что Синджит забрал с пепелища тело Вандера и сделал его подобным мутантом.
А еще позже, после выхода Аркейна, Riot выпустили Варвика в Wild Rift, и здесь снова намекнули нам на связь Вандера с Варвиком. Учуяв запах крови, мутант нашел группу хулиганов и раненую девушку. И после того, как он разорвал обидчиков на части, он хотел съесть и ее, как вдруг узнал в ней Джинкс. Закадровый голос, кажется, голос Синджита, пояснил, что иногда старые воспоминания всплывают в голове подобных существ. Итак, особая способность Эко – управление временем. Он изобрел Z-привод, с помощью которого всегда может вернуться на несколько минут назад, и так до тех пор, пока устройство не даст возможный сбой. Механизм управления временем у Эко работает благодаря Hextech, который он однажды нашел на свалке в Зауне. Немного провальных попыток, и Z-привод был готов. В основном он использует его, чтобы исправить ошибки прошлого и найти ключевые моменты, которые можно было бы исправить в новой временной шкале. Так, например, он одолел, скажем, модифицированного головореза в ролике «Секунды». Несмотря на возможность отменить физическую боль и усталость в своем теле после перемотки, некоторый побочный эффект боли все равно сохраняется. А оружие Эко – это стрелка часов, которую он украл с Пилтоверской часовни, о чем свидетельствует римская цифра 12 у ее основания. Следующее его каноничное появление было в ролике «Настоящий гений». Там мы встречаем ассистента Хеймердингера, воздухоплавателя-любителя. Кто играет в Рунтеру, сразу узнал этого юнца, который лично мне достаточно часто встречается на пути. Пытаясь изобрести летательный аппарат, Хейм и его ассистент то и дело терпят неудачу. Вскоре привод от аппарата попадает прямиком в Заун, где Эко очень быстро соображает себе новый скейт. Но вот неудача, скейт вернулся в Пилтовер снова. Его присвоили себе другие изобретатели, сделали все по-своему и выдали это за свое изобретение. Звучит не очень справедливо. Быстрый интересный факт. Имя Эко – это игра слов с английского «эхо», почти звучит созвучно как «эко». И помимо пресловутого и буквального значения «эхо прошлого», наличие двух букв «К» в его имени отсылает к символу перемотки назад. Далее его юность и друзья освещены в карточках легенд Рунтеры. Эко убежден, что Пилтовер не единственный прогрессивный город в Валаране и гордится тем, что является заунитом. Хотя, возможно, он до конца не понимает всю картину, но продолжает верить в Заун. Как мне кажется, еще до банды поджигателей у юного Эко была группа друзей, таких же гениев, как он сам. Вся банда в сборе. Кей, Шоми, толстенький щебетун и еще девушка с яркими фиолетовыми волосами, чье имя нам неизвестно. И именно она попала в передрягу, из которой Эко, перебирая линии времени, рано или поздно смог ее вытащить и предотвратить ее смерть. Все друзья рядом, но не хватает только одного. У Эко когда-то был друг, чья потеря стала для него травмой. Он был заунским оборванцем, который хоть и не сказано, но мне кажется, был своего рода ветеринаром. Парнишку звали Аджуна Лем. Он помогал больным животным, делая для них протезы. Благодарный за оказанную поддержку, они следовали за ним. На карточке мы можем даже видеть плакаты о розыске, где есть Эко, что говорит о его плохой популярности в Пилтовере, возможно, даже в Зауне. Однажды Аджуна украл приспособление, похожее на часы, способное сделать его невидимым, но даже это не уберегло его от смерти. Много грустных фраз Эко во многом относятся к этому случаю. Время лечит не все раны. Когда Аджуне исполнилось 12, его жизнь оборвал мерзкий Пилтошка. В комиксе Хронобрейк Эко потратил бесчисленное число попыток, пытаясь перевернуть сценарий так, чтобы хоть в одном из временных потоков его друг выжил. Но у него ничего не вышло, попытки кончились, и Аджуна уснул навсегда. Теперь мы можем встретить его только на мемориальных фресках Зауна. Практическая перфекционистка Кей, талантливая подруга Эко, преимущественно занимается клонированием. Она вместе с Эко даже собралась клонировать живое существо – Элнука. Не поверите, но это у них даже получилось. Но однажды она совершила ужасную ошибку. Она клонировала себя. И в итоге этот злой клон наворотил страшных бед. Честно говоря, подделки, которые она копирует, сразу напомнили мне хекстековые сундуки. Ах, и правда, почти похоже. Так, ребят, кажется, они дюпают себе сундуки. В его банде состоят не только юные дарования, различные подростки, но и щебетуны. Одного подобного ушастика мы видели в Аркейне, но он такой серьезный на вид и крупный, в отличие от этих малюток, что язык не поворачивается назвать его ушастиком. На карточке с Шоми есть одна важная пушистая деталь.
Этот кот – злой гений, которого тоже много раз спасал Эко, и в итоге изменил его временную линию настолько, что спас его от злодейского будущего. История этого кота прослеживается через ряд обновлений и заслуживает чуть ли не отдельного видео, поэтому мы не будем здесь на этом останавливаться. А если хотите видео про злого кота, то ставьте лайки. Эко знакомый с Серафиной. Мы можем видеть друзей Эко слева сверху на этой карточке, прямо на концерте Серафины. Это Шоми и та самая девушка с фиолетовыми волосами. Скорее всего, они ее поклонники, несмотря на ее тесные связи с Пилтовером. Забавно то, что в Рунтере к Эко обращается Азир, как так вышло, а что он знает шуримцев, например, Талию, Рениктона. Эй, Талия, пойдем посерфим? Помоги мне, и станешь главным строителем Шуримы. Строить я не умею, да и заун не брошу, но я подумаю. Интересно еще то, что Зиллиан тоже знает Эко, и он обеспокоен тем, что мальчишка рано или поздно сможет нарушить поток времени. Я полагаю, что Эко сам не осознает той ответственности за временные потоки, которые создает. Казалось бы, складывается ощущение, что Эко очень дружелюбный и общительный парень. Однако не ко всем в Зауне Эко хорошо относится. Он недолюбливает таких, как Виктор, Синджи, доктор Мунда. Все они олицетворяют все самое плохое в городе. Ты пятно на репутации Зауна. Эко однажды спас своего друга от доктора Мунда, перематывая время назад. Однако Мунда по-прежнему знает об измененной временной шкале. И Эко не по душе Эзриаль. Он считает его позером. Кратко и лаконично, больше нечего добавить. Хотя, как по мне, Эзриаль достаточно милый. А существует ли в Зауне та персона, которая заняла место в сердце Эко? Да, и это Джинкс. Эко и Паудер были друзьями детства и часто играли вместе, пока Силка не разлучил ее с прошлой жизнью. Эко и сам намекает на то, что с детства был в нее влюблен, пока та не лишилась рассудка. Я скучаю по прежней Джинкс. Я в тебя почти влюбился, но потом ты начала разговаривать с пулеметом. Для Эко, Джейс и Виктор противоположные крайности одного и того же, и он надеется, что никогда не станет таким же, как они. Он видит будущее Пилтовера и Зауна совсем другим. Эко и Вай. В Аркейне Эко и Вай встретились спустя много лет, и вроде как обошлось без драки, хотя Эко считал ее пропавшей. Но в текущем лоре Лиги, в будущем Аркейна, Вай становится миротворцем Пилтовера, который Эко так сильно не любит. Эй ты, предательница! Да и подруга Вай, Кейтлин, тоже миротворец, и это ему тоже не нравится. Эко знает и крыску Твича. В детстве у Эко была домашняя ручная крыса Мистер Хвостик. И когда он встречает Твича, он даже подозревает, что это и есть Мистер Хвостик. Когда-то у меня была ручная крыса. Это ты, мистер Хвостик? Эко лично повстречал Хеймердингера в Аркейне, великого изобретателя. Хейм нашел Эко раненого под мостом после драки с Джинкс и заинтересовался его устройством – сломанным летающим скейтом. Так и началось их общение. Эко уважает Хейма как изобретателя, несмотря на то, что он проживает и работает в Пилтовере. И последнее, где появлялся Эко, это была история Зери. И снова в Зауне история начинается с того, что Зери покупает товары на рынке неподалеку от своего дома. Как вдруг видит двух громил, преследующих какого-то мальчишку. Понимая, что за мальчиком гонятся люди химбаронов, она решает помочь ему. Зери выручает мальчика по имени Тимик, скрывая его за одной из торговых лавок, и обезвреживает догоняющих громил с помощью силы электричества. Мальчишка рассказывает Зери, что его родители были пленены прихвостнями химбаронов и просит ее о помощи. Зери соглашается, и под вечер она прокрадывается к месту, некий завод, на котором держат родители Тимика. Проникнув внутрь, она понимает, что в цеху находятся не только его родители, но еще очень много людей. Химбароны незаконно удерживали их здесь, заставляя работать против собственной воли. Зери решает помочь всем этим людям. Начинается драка, и она командует узникам бежать через черный выход. И пока все убегают, к ней подходит одна женщина, спрашивая о сыне. Зери отвечает, что да, с Тимиком все в порядке, но незнакомка утверждает, что ее сына зовут не так. К сожалению, суета прерывает их диалог, и в цех врываются охранники. Все люди спасены, осталось только разделаться с этими громилами. В пылу сражения громилы упоминают, что ожидали увидеть здесь парня с песочными часами на голове. Завязывается бой, в котором Зери с трудом, но побеждает. Возвращаясь домой с чувством выполненного долга,
она встречает Эко, который в итоге благодарит Зерис за то, что она спасла его родителей. Так с этого момента и началось их знакомство. На этом лор Эко не заканчивается и продолжится после прохождения новой игры и выхода второго сезона Аркейна в 2024 году. Но на этом заканчивается ролик. С вами была Почи, подписывайтесь на канал, если вам понравилось. Ставьте лайки, и хотела искренне поблагодарить вас за актив под прошлым роликом. Это просто пушка-бомба, неожиданно и приятно. Большое спасибо и всем пока.